В прошлом выпуске. Они пошли трахать шлюху. Ну, давай. Он попить унес? Не, пойдем догоним. Транссибирские бродяги, мы в Рязани. В этом выпуске. Это был второй и третий день нашего путешествия. Мы были на пути в Санкт-Петербург, откуда уже благополучно бы поехали прямиком на Дальний Восток. Не остановиться в Москве было бы преступлением. Здравствуйте, ребята. С вами Транссибирские бродяги. Мы, как вы понимаете, в Намибии. Ладно, шутим, мы в Москве. Хорошая была шутка, да? Спасибо большое. Товарищ. Ну, проблема Красной площади состоит в количестве туристов просто, поэтому... В количестве китайцев, если быть точнее. Да. Ну, в общем, что я вам хочу сказать. Мы прибыли в МСК, сейчас идем 6,5 километров до места назначения с другом. Потом ночуем у него. В общем, это не точно. Да, Алексей идет нам навстречу. Мы шли 7 километров навстречу к нашему другу. Мы там ночевали у друга Миши. А потом решили пойти В ботанический сад, где мы успешно с Лешей напились и потом начали творить дичь. Я сейчас басусь от ржачи. Ну, в том числе. И затем направились домой, играли на гитарке, поспали хорошо. Да, пока нас чуть соседи не избили за то, что мы комбик включили слишком громко. О, девочка. Наверное... Ни хера не выспались, поэтому мы сегодня такие неэмоциональные. Вчера встретили чувака, который рисует игры. Он с трубочкой похож на чувака из «Властелина колец». Он геймдизайнер. Какие-то игры называл, которые вообще мы даже так... Ну, такой интеллигентный. Но не стоит забывать о том, что в наших карманах было всего по 10 тысяч на 2 месяца путешествия. Поэтому приходилось просто гулять, чтобы вкусить как можно больше жизни этого города, что мы и отправились делать. Я не знаю, что я тут забыл. И мы нашли прикольное развлечение. Москва скучный на самом деле город. Ну, сейчас для нас, потому что, так как у нас ограниченный бюджет, без денег здесь делать абсолютно не. Только гулять целыми днями и больше ничего. Вот этим мы и занимаемся. Сегодня пожрали, в перекрестке купили похавать. Пали 300 рублей, еще метро 250. Короче говоря, Москва изрядно потрепала наши бумажники с ее ценой проживания. Нам очень повезло с Лешей, у которого мы могли 2 раза переночевать, и с его мамой, которая нас очень вкусно покормила. За это безмерная благодарность. Москва – это центр власти, и здесь люди к ней более приближены. В столице очень много людей с активной гражданской позицией, и это прекрасно, даже несмотря на то, какая у них позиция. Ведь не могут же все в нашей жизни решать только люди в Кремле. И, как говорится, в споре рождается истина. Алексей не был исключением. Он был неравнодушен к проблеме снос его дома и борется за отмену закона о реновации в Москве. Это очень глубокая и дискутируемая тема, и как бы вы к ней ни относились, все равно следует для общего развития разузнать больше о разных точках зрения. Вместе с Лешей мы пришли к зданию Совета Федерации, где в это время приходил митинг.
Мы увидели то, как разница жизнь в нашей стране, как делаются новости и как людей уводит ОМОН. В этот момент я понял, что звук щелчков новостных камер – это почти как звук машинки для счета денег. Рублевый пулемет. Безумно осознавать, что мы успели побывать и в самой глуши тайги, и посмотреть на Матвиенко в центре Москвы. Егор, скажите, почему вы мне сейчас предложили пойти за ручку? Потому что в Москве лучше относятся к наполненным парам, а нам можно уже не скрывать. Как я уже сказал, было бы преступлением не заехать в Москву во время нашего путешествия по России. Мы и так много что не захватили, но Москва – это совершенно иное место. Это как отдельная страна, и все это знают. Для меня Москва каждый раз иная, но всегда замечаешь ее темп. Темп людей, спешащих на работу, чтобы оплатить съемную квартиру и пытающихся доспать последние минутки где-нибудь в метро. Это ее архитектура и самобытность. И Москва – это деньги. Главная копилка страны. Сюда люди в основном приезжают за рублем, а не автостопом проехать. К сожалению, не можешь унять чувство, что вокруг все хотят наживы, а особенно от тебя. Неправильно говорить, что ты тут никому не нужен. Нужен, но не интересен. Конечно, это лишь общее мнение. Из-за Москвы стоят передовые технологии России, корпорации, музеи, а также огромное конфетти из разных культур. Для тех, кто не знает, в сфере путешествий также полно блогеров, писателей, коммерческих проектов и просто интересных людей. Одна из них – это Даша Пахтусова, писатель с блогом под названием «Можно все». Она выпустила свою красивушную книгу с заметками и сделала несколько презентаций и встреч в разных городах. Узнав о московской встрече, мы не могли ее пропустить. Всегда хорошо увидеть вживую людей, которые тебя вдохновляют. А еще лучше во время вот такого путешествия. Берем оптом. Помимо нее на встрече еще были такие люди, как Дмитрий Иванов, которого можете знать по проекту «100 дней 100 рублей», ну и у которого мы еще стащили идею для афиши. Александр Виноградов, который снял автостопом до Эльбруса и множество других интересных проектов. Все эти люди ответственны за «Выходи во двор». Это такая туристическая путевка для экстремалов и живущих полной жизнью людей. Если вы не знаете этих ребят, категорически советуем побольше о них разузнать. Нам очень повезло встретить этих людей вживую. Мы были похожи на малолетних девочек-фанатов. Ну, сами посмотрите. Я, в общем, такой сижу, сейчас вот чувак договорит, вот я Егор перебил, сейчас чувак договорит, и я схожу, наконец-то выйду пописать. И тут она такая говорит: слушайте, мне вот тут пару дней назад написали какие-то пацаны, которые были в дороге, шли на каком-то мосту и отметили меня в history, и будет очень глупо, если их здесь не будет. И тут мы просто такой, Егор поднимает руку, типа, мы тут такой, блин, я ж ссать хочу. В общем, она, короче, выходите. Егор идет вперед, потому что он сидел ближе к выходу. Я иду за ним и понимаю, что нет, я не смогу. И влево на выход и в сторону туалета бегом. Я спиной это не вижу, я такой на сцену ухожу, такой крутой, мне дает микрофон, типа, я такой: Миша, а Миша нет. Я такой ржу, типа, я теперь один, что ли? Вот. Мы же вроде транссибирские бродяги вместе, а тут это да, такая типа, лажа произошла. И я такой: ну ладно, буду один-то рассказывать. Такой начинаю, такой: я Егор, там учусь строителю, ну, нес. В чем суть? И мы, как маленькие девочки, сейчас просто ссымся от того, что мы увидели столько реально крутых людей, которые мы видели просто там в интернетике. Сейчас мы, кстати, направляемся в Москву-Сити, между Да, для того, чтобы затариться в каком-то там продуктовом, потому что я помню, 1,5 года назад там был продуктовый. Ну ты неправильно говоришь, мы идем в Москву-Сити, чтобы покупать бичи. Вы да, понимаете? сказал, в общем, мы идем радостные, полные, и завтра мы двигаем в Тверь. Тверь, открывай свою дверь. И там, кстати, в Твери, возможно, но не точно, мы встретимся с Вечным и даже, возможно, что-нибудь запишем. Вечный, это Владимир Вечный. Это блогер из Твери, ну конечно же блогер, кто же вы еще думали? Который выражает свою гражданскую позицию на злободневные темы. Совсем недавно у него вышли видео про Хибина, советую посмотреть. Ну, вы еще можете знать Вечного вот по этому видео.
Вот, он, по крайней мере, нам, скорее всего, точно разрешит отставить рюкзаки наши огромные 15-килограммовые у него дома, чтобы мы могли по Твери так спокойнее погулять, пофоткать, а потом их забрать. Сибирские бродяги. Мы просто чуть устали, еще спали уже 3 дня фигово. И да, это ничего, в принципе. Ну, и мы красиво, солнышко светит, все дела. Так что давайте до скорого. Следующий выпуск ждите. Экстренное включение. И потом мы видим просто вот такое. Палатка не справится с проливным дождем. Ну, в палатке начинает очень много быть муравьев. Типа то. Ой. Что ты ржешь? Тебе потом еще с этим в палатке спать.